Привет, друзья! Вы на канале TechnoWave, и сегодня расскажем про технологию пересадки головы и лица, которая может стать реальностью. Система автопилота Теслы, которая чуть не отправила водителя под колеса поезда. Новая технология создания безуглеродного бетона. Программируемые импланты, которые улучшают заживление костей. Ну и конечно же покажем вам протез в виде шестого пальца, который улучшает возможности рук. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Ученые университетов Иллинойса и Пекина объединили технологии машинного обучения и 3D-печати для создания материала, повторяющего по своим свойствам человеческую кость. Открытие позволит создавать ортопедические импланты для пациентов. Лечение переломов бедренных костей подразумевает хирургические процедуры с использованием металлических пластин. Такие пластины крепятся к поврежденным участкам с помощью винтов, что может привести к осложнениям в будущем. Но ученые нашли альтернативу. Они использовали 3D-печать для создания полимерного прототипа из биоматериала. Следом авторы эксперимента прикрепили его к синтетической модели сломанной бедренной кости. По сути, речь идет о технологии с использованием искусственного интеллекта для создания материала, имитирующего кость. Исследование позволит сотрудникам медицинских учреждений создавать биокомпоненты, способные стимулировать восстановление костей. При этом технология может использоваться с разными типами материалов, включая металлы и полимеры, в том числе для создания биологических имплантов. Сотрудники университета Кембриджа разработали технологию, позволяющую создавать бетон с нулевым выбросом углерода. Старый бетон при этом можно перерабатывать в печах, а затем использовать для переработки стали, существенно сокращая выбросы. В рамках нового исследования ученые из Кембриджа выяснили, что отходы бетона можно превратить в сухой компонент цемента для его повторного использования. При этом технологию можно комбинировать с производством стали. Забрасывание старого бетона в печи для обработки стали не только очищает металл, но и производит реактивированный цемент в роли побочного продукта. Полученный бетон имеет характеристики, аналогичные исходному материалу. Сейчас технология предполагает производство порядка 66 тонн цемента за 2 часа. Прогнозируется, что к 50 году этот процесс может быть расширен до производства 1 миллиарда тонн цемента. Очередной инцидент доказывает ненадежность существующих технологий автопилота. Один из владельцев электрокара Tesla рассказал, что за последние полгода система Full Self Driving дважды пыталась отправить его автомобиль под колеса проезжающего впереди поезда. Последний раз мужчине чудом удалось среагировать в последний момент. Я владею своей Tesla меньше года, и за последние 6 месяцев она дважды пыталась въехать в прямо проходящий поезд, находясь в режиме Full Self Driving, написал владелец электрокара. Судя по видео, автопилот Tesla не заметил не только опущенный шлагбаум с мигающими огнями на нем, но и проходящий за ним поезд. Водитель сумел среагировать в последний момент, свернув с дороги в сторону. Машина въехала в столб, и у нее даже вырвало переднее колесо, но чудом никто серьезно не пострадал. Конечно, во время происшествия был сильный туман, но в автомобиле используются продвинутые датчики, которые должны видеть препятствия в любых условиях. Национальное управление безопасности дорожного движения США уже знает об этом инциденте и запросили дополнительную информацию от компании Tesla. Но компания пока никак не прокомментировала данное событие. Сотрудники Кембриджского университета представили необычный управляемый протез под названием третий палец, способный крепиться к руке. Он позволяет брать предметы, чистить фрукты, перебирать игральные карты и открывать бутылки эффективнее, чем без него. Для проверки эффективности протеза ученые собрали группу испытуемых. Практически сразу все участники эксперимента научились использовать его дополнительные возможности. Третий палец крепится на ладони с противоположной стороны от большого пальца. Управление протезом осуществляется посредством 2 кнопок, а контроль с помощью датчиков давления. Испытуемые могли управлять интенсивностью и положением вспомогательного пальца, когда нажимали на кнопки. В рамках эксперимента участники научились хватать палочки и складывали их вместе в корзину. Также им удалось переместить от 5 до 6 предметов из пенопласта разной формы. С поставленными задачами справились 99% участников. При этом из них 98% смогли освоить управление протезом менее чем за 1 минуту. Стартап BrainBridge опубликовал видео, больше напоминающее вступительную сцену из научно-фантастического фильма. А все потому, что в ролике фигурируют роботы-хирурги, осуществляющие пересадку головы. Компания намерена использовать высокоскоростные роботизированные системы, позволяющие сохранить мозг в работоспособном состоянии во время трансплантации головы. В операции будет участвовать искусственный интеллект, управляющий несколькими роботизированными руками, способными отделить голову от тела донора и прикрепить ее к новому туловищу. Сначала компания сосредоточится на операциях на спинном мозге, перед тем как перейти к более сложным процедурам по трансплантации головы. Следом компания сможет проводить трансплантацию лица и кожи головы. По словам представителей компании, молодые донорские ткани помогут пациентам снизить риски отторжения и улучшить внешний вид лица. Пока что идея находится на уровне концепта. Реализовать ее планируют в ближайшие десятилетия.
Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.